Подвал. Темные, холодные бетонные стены. По полу ползают тараканы. Неприятное место. Вы хотите поскорее покинуть его. Благо, есть дверь. Приоткрытая. Вы распахиваете ее, и вашему взору предстает самый обычный коридор. С теплым, чуть приглушенным светом. Стены окрашены в приятный глазу цвет. На них висят картины. За окном размеренно шумит дождь. Так встречает вас PT, мимикрирующий под инди-проект играбельный тизер Silent Hills от Хидео Кодзимы и Гильермо Дель Торо. Один из самых страшных и важных хорроров в истории, породивший целый поджанр. Что-то где-то скрипит в такт гипотетическим часам. Только ваши шаги не отдаются эхом, будто идете вы не по паркету, а по ковровой дорожке. На фоне вещает радио. Главы двух семей жестоко убили своих жен и детей, вещает диктор. Вы не придаете этому особого значения. В таком уж мире мы живем, что обращать внимание на новость об очередном убийстве нервов не хватит. Вы выходите из коридора и оказываетесь в точно таком же коридоре. Это странно. Даже время на часах то же, что пару минут назад. Правда, фотографии на комоде стоят не так, как прежде. Наверное, ветер был слишком сильный. Настолько, что аж окно захлопнулось. Ладно, может, вы устали и не заметили, как ходите туда-сюда. Всякое бывает. Впрочем, нечасто ведущая из коридора дверь заперта на ключ. Неужели вас заперли? Одним из самых частых кошмаров можно назвать тот, когда человек либо не может проснуться и бесконечно бежит по какому-то коридору, либо не может куда-то попасть или что-то сделать. Такой сон может быть вызван боязнью оказаться беспомощным, бесполезным. Человек не может спастись, выбраться, что-то настигает его. Ему страшно, ведь он ничего не может сделать. Или же ему неприятно, что его заперли. Просыпается клаустрофобия, боязнь замкнутых пространств. О чем-то подобном вы читали то ли в газете, то ли в том модном журнале, который Лиз постоянно оставляет на кровати. Лиз. Неужели это действительно сон, и она где-то здесь, по-детски хихикая, прячется за углом? Вдруг кто-то в ванной начинает стучать по двери. В этом помещении есть кто-то еще? Осторожно приближаясь к двери, попутно вслушиваясь в стук, вы внезапно для себя осознаете, что ваши шаги, если так можно сказать, в точности повторяют биение сердца. Нет, это в висках пульсирует. Адреналин подскочил, испугался от неожиданности, с кем не бывает. О, а та дверь-то открылась. Снова тот же коридор. Снова кто-то беснуется в ванной. Стук громче и громче. И тут он резко сменяется женским плачем. По коже пробегают мурашки. Что-то не так с этим плачем. Он неестественный, наигран, слишком однообразен. Фу, по стенам меж тем расползаются мерзкие тараканы. Сонливость и расслабленность будто рукой сняло. Ваш уютный коридор превратился в ваш неуютный коридор. А там, где неуютно, вы испытываете дискомфорт. Чувство дискомфорта, особенно постоянное, в конце концов заставляет человека начать нервничать. Эмоционально он становится менее стабилен. Его легче вывести из себя, подтолкнуть к совершению какого-либо действия, в том числе несвойственного ему. А еще его проще напугать. Например, скримером. Но и отойдет он от испуга быстрее. А вот если заставить его нервничать сильнее,
Даже тогда, когда он находится в относительно уютной обстановке, то долгоиграющий эффект будет интереснее. Чрезмерное напряжение при наложении на испуг приведет к панике. У вас просыпается желание поскорее покинуть неприятное место. Но за дверью вас ждет тот же коридор. Неужели вы попали во временную петлю? Не похоже. На этот раз дверь, ведущая из коридора, открыта. Но стоит подойти к ней, как она мистическим образом захлопывается. Вам становится не по себе. Допустим, был стук, кто-то стучал и плакал в закрытой ванной, кто-то или что-то. Оно не могло выйти, значит, в теории не могло навредить вам. Теперь же, по-видимому, оно захлопнуло дверь. Оно уже снаружи, в коридоре, может, за спиной? Дверь в ванную приоткрывается. А ваши шаги становятся еще тяжелее. На ватных ногах подходите к двери. В щель вроде никого не видно, зато слышен детский, младенческий плач. Неужели... Нечто в белом одеянии захлопывает дверь. Спасительная, в свою очередь, открывается. Вами овладевает любопытство. Как такое может быть? Неужели, чтобы узнать разгадку, надо двигаться дальше и дальше? Ваше предположение оказывается верным. В коридоре неподвижно стоит нечто. Неестественно изогнутое. Эффект зловещей долины. Мы, люди, практически на подсознательном уровне, можем отличить живое существо от мертвого или притворяющегося таковым по каким-то базовым признакам. Однако иногда мы не в состоянии сказать, жив объект или мертв. Восковая фигура. Она выглядит как живой человек, но есть что-то, что выдает в ней нечеловеческое, неживое. То же касается человекоподобных роботов. Зомби. Лис во многом похожа на обычную девушку, не считая испачканной ночной сорочки и гнилых подтеков на лице. Только вот позы или движения девушки крайне нетипичны. Она не может быть обычным человеком. На время отступивший страх возвращается. Вдруг оно бросится на вас. Хотя, если вы спите, ничего страшного не произойдет. Максимум проснетесь, вы делаете шаг, и часть коридора погружается во тьму. Плач не стихает. Оно все еще может стоять там, впереди. Но вам надо двигаться дальше. Необходимо пересилить себя. Страх темноты – это один из базовых, приземленных страхов человека. С важным видом читала Лис. Делится он на две категории. Либо мы боимся того, что может скрываться в темноте, либо мы боимся, что в теории там что-то может быть. То есть боимся неопределенности, неизвестности. Последнее, в принципе, нашло отражение в нашей истории. Сколько раз люди в страхе перед неизведанным совершали необдуманные, опрометчивые поступки. Например, отказывались от использования передовых технологий, исследования новых земель, преследовали ученых, перечисленные различные проявления неофобии. Допустим. Но что же именно сейчас не дает вам сделать шаг в темноту? Все сразу. Вы видели нечто. Нечто пропало. Оно в теории может быть далеко не дружелюбным. Переселив себя, вы вступаете в темноту и понимаете, что плач доносился из радиоприемника. В момент загорается свет, а по всем стенам разбегаются тараканы. Они скрывались в темноте. Мерзкие существа ползали у вас под ногами. Может, даже по вам? Вы снова начинаете нервничать. Подсознательно проводите параллель. Там, где нет света, будет встреча с чем-то неприятным. Поэтому следующий коридор полностью погружен в темноту. Дверь в ванную распахнута. А на полу лежит моргающий фонарик.
Его свет способен победить темноту, но ради получения спасительного предмета придется в очередной раз пересилить себя. Вы ступаете внутрь, и дверь предательски захлопывается. Вас запирают в ванной и в очередной раз заставляют смотреть на тараканов. В раковине вы обнаруживаете взявшегося из ниоткуда мерзкого зародыша. Не младенца, зародыша. Стоит вам приблизиться к нему, как раздается истошный плач. И тут, будто отозвавшись на зов существа, кто-то подбегает к двери и пытается открыть ее с той стороны. У него не получается. Вам нехорошо. Вы хотите взглянуть на свое измученное, заспанное лицо, только большая часть зеркала по какой-то причине заляпана грязью. Внезапно дверь открывается сама по себе. Шум стихает. Вы осторожно выходите в коридор. Там никого нет. Зато свет включился. Однако, не может ли оно поджидать за поворотом? Надо бы поскорее убраться отсюда. Снова темный коридор. Благо, на этот раз у вас есть фонарик. Его свет хоть и слабо, но прореживает темноту. Поэтому вы храбро делаете шаг вперед. Потом еще один, и еще, и еще. Что-то здесь не так, проскакивает у вас в голове. Неужели он обращается ко мне, думаете вы? Смех, да и только. Нет, но если это сон, будто случится что-то плохое. Вы опасливо оглядываетесь на входную дверь. В шутку решаете пойти спиной вперед. Но это как-то неудобно. Лучше развернуться, а то ненароком упадете. Мой дорогой зритель, надеюсь, ты не настолько наивен, чтобы подумать: «О, видео уже закончилось. Какой же бессмысленной халтурой оно оказалось». Реальность куда более жестока. Впрочем, как и Пяти. Пяти играет с вами довольно жестко и грязно. Сначала вас убаюкивают монотонным скрипом, шумом дождя по стеклу. Теплый приглушенный свет рассеивает ваше внимание, а интерьер самого обычного дома создает мнимое ощущение уюта и безопасности. К концу второго цикла в дело вступают контрасты. Громкий, неистовый стук, тяжелые шаги главного героя, пробравшиеся в коридор из холодного сырого подвала тараканы. Дальше больше. С каждым новым циклом коридор все меньше похож на уютное и безопасное место. Вы все меньше хотите находиться в нем, только вас заставляют бродить по нему, решая странные и нелогичные загадки. Обращаются напрямую к вам, ломая четвертую стену. Постепенно подводит к мысли о ненормальности, безумии происходящего, о безумии того, кем вы управляете. И в какой-то степени вашим.
Ведь чтобы решить одну из загадок, вам приходится открыть меню настроек. Вслед за контрастами Пяти переходит к заигрыванию с вашим восприятием. Как вы трактуете события игры? Какой смысл, по-вашему, заложен в образ Лиз, зародыша, отверстия в стене ванной? Зачем или за кем наблюдают глаза в кроваво-красном коридоре? Что совершил или не совершил главный герой? Эти вопросы в процессе прохождения вы сами себе задаете. Сами должны найти ответы. По идее. В реальности вас ждет лишь констатация факта того, что протагонист застрял в своем собственном аду. Описанное роднит Пяти с другими играми серии Silent Hill. Что из происходящего на экране реально? Кого Джеймс Сандерленд убивает на улицах города? Покидает ли Генри свою квартиру? Или, наоборот, в свою ли квартиру он возвращается? Насколько телесен потусторонний мир, проникающий в окружающую Хизер реальность? Тем не менее, в частях от Team Silent атмосфера неопределенности, недосказанности, многозначительности создавалась в первую очередь посредством образов. Монстров, воплощений тех или иных страхов и пороков, и затянутого туманом или смогом города, центрального персонажа серии. Путешествуя по нему, вы постепенно погружаетесь в глубины сознания главного героя. Туман, смог обволакивает его или ее, не дает оценить обстановку, запомнить маршрут, скрывает габариты зданий, потому вам кажется, что они нависают, давят на вас. Встречи с потусторонним вызывают дискомфорт, отвращение, заставляют ужаснуться. Все пропитано безысходностью. В Пяти перечисленного, за исключением атмосферы безысходности как таковой, нет. События тизера разворачиваются в одном L-образном коридоре с легко запоминающейся планировкой. Из монстров здесь только Лиз, чья модель почти всегда находится за спиной главного героя, хотя она ли монстр? А из объектов потустороннего мира — диктор, младенец, говорящий пакет в подвале, картины, да появляющиеся в одном из финальных циклов решетки на окнах. Но этого достаточно. Создать хоррор, который пугал бы абсолютно каждого игрока, практически невозможно. Разные люди боятся разных вещей. Пауков, открытых или замкнутых пространств, змей, высоты, темноты. А что если взять самый обычный коридор самого обычного дома и превратить его в самый страшный ночной кошмар любого человека? Получится Пяти. Бесконечный полубредовый сон, из которого мы, как бы ни старались, не можем выбраться. Удивительно, спустя почти 9 лет с момента релиза, даже после отмены Silent Hills, никто так и не повторил в должной мере формулу Пяти. Сейчас вы запросто найдете десяток другой Пяти подобных хорроров, однако ни один из них не работает так, как оригинал, не вызывает те же чувства и эмоции. Layers of Fear от Bloober Team прям-таки кричит: «Мои разработчики вдохновлялись Пяти!» Только от Пяти в игре бесконечный коридор на 3 петли и мысль о безумии главного героя, подаваемая в лоб через поступки, совершаемые непосредственно игроками. Стоит отметить, здесь у протагониста есть предыстория, есть мотивация, он конкретная личность. В Пяти же образ, нарисованный грубыми мазками. Им может быть кто угодно. Одна из отличительных черт игры, которую впоследствии переняли разработчики Resident Evil 7. Ее пролог, к слову, по атмосфере ближе к Пяти, нежели Layers of Fear. Или Визаж. На первый взгляд, правопреемник тизера Silent Hills. На самом деле, вдохновленная им игра с определенными особенностями, акцентом на сюрреализме и полноценным, по моему мнению, однозначно трактуемым сюжетом. В основе всех 5 подобных хорроров лежат параллели с работой Kojima Productions. Визуальные маркеры по типу коридора и ванной. Концепция условной временной петли. Только проблема в том, что в Пяти было много чего кроме этого.
не расширяющего, а углубляющего концепт игры с каждым новым циклом, помогающего превратить происходящее в ваш самый страшный ночной кошмар. У микрофона был Артем Борисов. Все важные ссылки на мой телеграм-канал, личный подкаст и Бусти для тех, кто захочет поддержать меня материально, вы найдете в описании. Всем до скорых или не очень встреч! I cheated death thanks to you. And thanks to you, I've left my mark. You have too. You've written your own history. You're your own man. I'm Big Boss. And you are too. No. He's the two of us together. Where we are today, we built it. This story, this legend, it's ours. We can change the world and with it the future. I am you and you are me. Carry that with you.